Приветствую. Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. В последние десятилетия боевики и военные драмы, посвященные подвигам звездно-полосатых солдат, несущих демократию во все точки планеты, обрели второе дыхание. В свете же растущей популярности неподконтрольных СМИ эти жанры и вовсе обречены на процветание. Но надо же как-то показывать, что американцы не только охраняют маковые поля и расстреливают местных по приколу, но и заняты делом. Каким? Ну, конечно же, борются с террористами. Да-да, теми самыми, которых сами когда-то выкормили и, более того, продолжают выкармливать. Ярким примером подобного кино является «Уцелевший». Поставлен он по реальным событиям и рассказывает об одной из самых значимых военных трагедий, когда-либо касавшихся армии США. Разумеется, данный фильм совсем не про политику, ну совсем-совсем, а про войну и про то, как ее видят сами американцы. Правда, не те, что находятся на передовой, а те, что танцуют джигу на съемочной площадке. Давайте же отделим правду от вымысла, чтобы в конце концов понять, что порою вымысел бывает адекватнее, чем правда. Итак, фильм 2013 года «Уцелевший». Начинается кино с конца. Ну типа, чтоб вы голову не ломали, кто будет уцелевшим, покажем его сразу. Раненного, едва дышащего бойца везут на вертолете, а затем, не спеша, тащут в реанимацию. И правда, зачем спешить? Он же не умирает? Или уже умирает? Ну и пока солдата пытаются оживить, время отматывается на 3 дня назад, чтобы рассказать, как все начиналось. На экране предстает обычная американская военная база. Нам показывают нехитрые армейские будни и отличных парней, готовых расшибиться в лепешку за свою страну. Но вот на горизонте показывается начальство и дает задание убрать крупную талибанскую шишку, рулящую в провинции Кунар. Цель этой миссии – захватить и убить Ахмада Шаха. Сволочь. Сволочь-то сволочь, да только не мешало бы зрителю сначала рассказать, откуда этот самый Талибан взялся. Ну, про то, как добрые джедаи из ЦРУ годами пестовали афганских религиозных фанатиков, чтобы те потом в одночасье из примерных борцов за свободу внезапно превратились в злобных террористов. Вместо этого нам показывают, как те самые талибы рубят своим соотечественникам головы за сотрудничество с Янки. По правде сказать, афганцы занимались этим кровавым делом и 30, и 100, и даже 200 лет назад. Но плохими эти обычаи стали только тогда, когда стали слетать неправильные головы. Ведь до этого демократизаторов все абсолютно устраивало. Черт, красивый обычай. Красивый обычай. Ну, а моя-то какая роль? Как устраивают и поныне прогрессивные методы казни в Саудовской Аравии и других странах-союзниках. Тем временем в фильме начинается отработка операции. Да только она какая-то мутная. В зале сидит толпа непонятных людей, а непосредственные исполнители объясняют, что они будут делать. Странно, не находите? Может быть, это им кто-то должен предоставить вводную, а не наоборот. Так или иначе, далее армейцы приступают к воплощению плана в жизнь. И как приступают? 4 человек отвозят на точку высадки 4 вертолета. Что тут такого? Да в принципе ничего. Просто мы потом не раз и не два будем слышать жалобы о том, что у амеров техники не хватает. Впрочем, котики в фильме, по крайней мере, десантируются в сумерках, что совершенно правильно. А вот их реальные прототипы высаживались утром. Зачем? Ну, наверное, чтобы врагам их было проще найти. В фильме же наступает рассвет, а мы видим, как наши герои собираются сливаться с вражеской территорией. Нет, пиксельный камуфляж это, конечно, хорошо, но бойцам явно не помешало бы что-то посерьезнее, вроде накидок типа гилли и обмотанного камуфляжными лентами оружия. Лишнее? Ну, вам виднее. Бойцы доходят до нужной деревни, а там вот те новость, полным-полно упырей.
Вроде спутников на орбите болтается до черта, по ночам кружат самолеты, о беспилотниках, наверное, даже дети слышали, а тут внезапно и вдруг в деревне тьма упырей. Дураку понятно, какими бы крутыми морские котики не были, к данной операции они попросту не готовы. 4 бойцов для этого слишком мало. Откуда же взялось такое число? В действительности данная группа занималась только разведкой и никаких устранений не планировала. Впрочем, в афганских условиях 4 человек недостаточно даже для разведки. Так почему же их было так мало? Официальная версия гласит, что так бойцам было проще спрятаться. Но если бы речь шла о горах, лишенных растительности, то да, может и проще. А мы же стабильно на протяжении всего фильма будем наблюдать лес. Кроме того, у киношных героев абсолютно другое задание. А если боевой четверки недостаточно даже для разведки, то о какой операции по устранению может идти речь? Например, советские бойцы ровно в тех же горах группами меньше чем по 16 человек попросту не передвигались. При этом они были вооружены по полной, включая пулеметы и гранатометы. А что у нас? Всего 2 автоматчика и 2 марксмана. Это тоже снайперы, но на дистанции до 500 метров. Конечно, они могли бы прикрыть своих товарищей с высоты, но их всего 2. Другими словами, даже при благоприятных условиях, подобная операция — это чистой воды самоубийство. И, по правде говоря, шансы на успех были бы минимальны, будь даже в штурмовой группе не 2, а 20 человек. Что можно было бы сделать для устранения Ахмед-Шаха? Ну, например, отрядить команду обычных снайперов со снайперскими же винтовками, и без того, о чем мы поговорим чуть позже. Дурацких запросов в штаб в последний момент. Ну типа, стрелять нам или мы с талибами уже подружились? Точный выстрел даже на километр для профессионального стрелка не есть что-то необычное. А можно было бы и не кривляться и тупо заутюжить всю деревню с самолета. В первый раз, что ли, гражданское население гибнет от демократических бомб и снарядов. Но в чудесном мирке режиссера и сценариста американские военные до крайности озабочены гуманизмом. At that point, we were still on the assault. Плохиша, которого походу играет Джафар из Аладдина, обнаруживают почти сразу. Но Маркус, тот самый уцелевший, предложению пальнуть по-тихому дико удивляется. Ты чего? У нас разрешения нет. Супер! Знают, что со связью дикие напряги. Угол местности очень крутой. По связи ожидаем типичные проблемы. И при этом все завязывают на разрешении из штаба. Умно, нечего сказать. Даже сценаристы-снайпера не додумались до того, чтобы Миллер в самый последний момент дозванивался до Вашингтона, дабы и спросить разрешение на выстрел. Ну хорошо, нужен приказ. Казалось бы, радисту срочно положено метнуться и искать подходящее место для связи, чтобы наконец получить отмашку на убийство. Но нет, вместо этого янки отходят и на время залегают на склоне горы. Зачем? А бог его знает. Может быть, ждут, что их цель залезет к ним на гору, чтобы в гордом одиночестве покакать. В общем, амеры решают, что работа в лес не убежит, и решают подремать. Тут-то в считанных метрах от наших героев и материализуются 3 пастуха со стадом коз. Причем у каждой нехилый такой колокольчик на шее, который должен быть слышен эдак за пару километров. Но наши бравые котики слышат их только метров с 30. Ну что же, настоящие профи. Они так успешно замимикрированы под окружающую флору, что на одного из них наступают. Пастухов ловко скручивают, и возникает закономерный вопрос: а что дальше-то делать? Пораскинув мозгами, командир рожает сразу 3 варианта решения проблемы. Первый — отпустить, но тогда пастухи могут и настучать талибам. Второй — связать и бросить, но тогда пастухов схавают волки или сами пастухи замерзнут. И третий вариант — грохнуть. Плохая идея. Она мне совсем не нравится. А почему бы не вырубить аккуратным ударом по башке? Или разуть и руки там не связать? Попробуй спустись быстро с горы со связанными руками. Короче, мой больной воспаленный мозг порождает еще сотню вариантов решения проблемы, включая сломанные большие пальцы на ногах. Но нет, такие способы джедаям не подходят. Убьем их и закопаем, а если их найдут, об этом узнает весь мир. CNN, да-да. В итоге, вы не поверите, дело едва не доходит до голосования. Я говорю, нельзя отпускать их. какой он Прими ребенок. свое решение, Это не позволяй зверек. влиять на себя. И это в армии. Прибьем их. Майки, я не голосую за это решение.
В реальности бойцы и правда столкнулись с пастухами на горной тропе, замаскировались и были раскрыты. Но то, что случилось потом, задвигает даже дурь сценаристов. Пастухов связали и таки устроили самое настоящее голосование, решая, что с ними делать. Хотя дураку понятно, разведоперация сорвана в любом случае. Хоть убей их, хоть отпусти, на задании нужно ставить крест и как можно быстрее эвакуироваться. В фильме командир, к счастью, пресекает бардак с выборами, закономерно считает операцию проваленной и предлагает просто отпустить пастухов. Ну ладно, может быть у него есть какой-то неозвученный план, посмотрим дальше. Злобный афганец, которому дай волю горло перегрызет, не разочаровывает. С перекошенной рожей он горным козлом паркурит по скалам вниз, да еще и вопит при этом о врагах. Так какой же у Амеров план? Ну, поначалу они хотели залезть на соседнюю гору, но внезапно перед ней оказалась еще одна гора. Нет, ну кто бы мог подумать? Оказались такими подготовленными, когда языками в штабе чесали. Короче, связи нет даже на горе. И что же наши котики делают? А может быть, спускаются вниз при помощи веревок и альпинистских приспособ? Нет. А может быть, находят отличное убежище, типа пещеры, чтобы переждать возможную облаву? Снова нет. Может быть, круто маскируются под скалы? Опять нет. Может быть, со всех ног бегут прочь, стремясь увеличить расстояние между собой и талибами? И вновь нет. Ну тогда, может быть, хотя бы занимает господствующую высоту, чтобы было проще отстреливаться? Да нет же, нет. Вместо этого янки возвращаются в тот самый лес, где отпустили пастухов. Зачем прятаться в том самом месте, куда талибы нагрянут с вероятностью 99,9%, я принципиально не понимаю. Злобные отродья не заставляют себя долго ждать и прут на амеров чуть ли не косяками. Завязывается бой. Глупо получилось? Не спорю. А хотите знать, что произошло на самом деле? Американцы провели голосование, промониторили экзит-полы, подсчитали голоса, отпустили пастухов и... пошли на следующую точку наблюдения. Видимо, после 4 лет войны в Афганистане они все еще пребывали в счастливом неведении относительно того, какой процент пуштунов помогает Талибану. Ну, а через 2 часа дорогу им перекрыли талибы. Как? Или пастухи видели, куда амеры уходили, или кто-то за ними проследил. В любом случае, это непростительный промах для профессионалов. Кстати, злобных талибов, принимавших участие в перестрелке, было от 8 до 12 человек. Сам выживший Маркус сначала писал о 20-30 противниках, но потом число увеличилось до 200. Ждем не дождемся, когда их станет 2000. В общем, в фильме талибы лезут со всех сторон, как голодные бешеные тараканы. Котиков по нескольку раз ранят, да только духи не на тех напали. Нашим бравым воякам нипочем даже РПГ. Снаряды взрываются чуть ли не в упор, а янки, показушно кривясь, продолжают бежать как бежали, отмахиваясь от пуль, как от мух. А чего тут такого? Они ж герои! Зря, что ли, в самом начале показывали лежалки в воде и отжималки. Какая тут связь? Издеваетесь? Всем известно. Отожмись ты еще раз, получи плюс 30 очков к неуязвимости. Полежи час в прибое, заработай плюс 50 очков к стойкости. Реализм. Тем временем амеров прижимают к обрыву, и тут оказывается, что у одного из самых лучших спецподразделений мира... Морские котики значительно превосходят любой другой вид спецвойск. Морских котиков учат действовать не шаблонно, инициативно и с выдумкой. Нет даже веревки. Зачем она нужна? Но может быть потому, что это горы? Иногда проще спуститься при помощи веревки на 20 метров, чем полдня обходить тот же самый участок. Какой же выход из этой вроде бы абсолютно безвыходной ситуации находят наши герои? А прыгать! И они прыгают, как учили, видимо, в цирке. Перед нами предстает поистине ужасающее зрелище. Бойцы кубарем катятся вниз. Тела на дичайшей скорости врезаются в камни, скалы, деревья. Головы, позвоночники, внутренние органы подвергаются чудовищным ударам. Короче, судя по всем признакам, до подножья скалы должны были докатиться 4 жмурика, верно? А вот и нет. Фильм же даже до середины не дошел. Наши герои, конечно, побиты, но чисто внешне. А так с ними все в полном порядке. Джон Рэмбо тихо плачет в уголке.
Ну подумаешь, Маркус теряет оружие. Не беда, вон как оно удачно упало, совсем рядом. Так может быть стоит состояние оружия оценить? Это ведь не АК, такие кульбиты для него чреваты. Да и прицел проверить, цел ли, не сбился ли, ну пока есть время. Нет? Не надо? Ну, вам виднее, вы же профи. Тут же, видимо, для особых драматизма и трагичности снимают чит-код бессмертия у радиста и дырявят его по полной. Кстати, в реале он тоже огреб самым первым, и это очень удивляет. В таких условиях радист это самый ценный член группы. Именно он может вызвать подкрепление и запросить эвакуацию. И по идее его нужно беречь, как зеницу ока. Но нет, радиста выводят из строя именно первым. Товарищи хватают его за шкирку и тянут за собой. Отлично, своих на поле боя бросать нельзя, все правильно. Да только в кого этот боец стреляет? Например, в Call of Duty Modern Warfare 2 героя тоже тянули. Но там на пятки наступали враги, и отстреливаться было просто необходимо. А тут что? Врагов нет, зато выстрелы амеров демаскируют и указывают направление их движения. А еще подобная стрельба — это неуместная трата патронов, которых как бы немного. Кстати, о них. Например, штатный боекомплект АК-74 450 патронов. Однако советские бойцы в подобных операциях смело увеличивали боезапас еще на 200-300 штук. А что же котики? После 10 минут боя ими сделано в общей сложности около 200 выстрелов. То есть в среднем по 50 на человека. И тут внезапно оказывается... У меня 2 магазина, 1 граната. У них что, 450 патронов вообще на 4? Я знаю, о чем ты думаешь. 6 было выстрелов или только 5? Наконец, амеры отрываются. У них появляется время на краткий передых и приведение себя в порядок. Ну там, глотнуть воды, перезарядить магазины, подлатать раны. И что же делает наш медик? Да-да, тот самый везде пострел Маркус. А он говорит, что аптечку потерял, и поэтому надо... Нужно хорошенько заткнуть глиной, слышишь? Придави посильнее. Он точно медик? Вообще-то раны стараются очистить от грязи, а не набить ее туда. Почва ведь содержит немало гнусной заразы, способной осложнить жизнь даже здоровому организму. Так зачем же ей помогать? Типа кровь нужно срочно остановить и больше нечем. Правда, нечем. Вообще-то, по идее, у каждого бойца должен быть индивидуальный перевязочный пакет. Причем этим средством первой помощи снаряжали еще солдат Первой мировой. Ему красная цена-то 5 баксов в базарный день. Или у страны, чей военный бюджет составляет 600 миллиардов долларов в год, нет денег на самое необходимое? Бинты? Окей, допустим, что во время падения бойцы вместе с мозгами порастеряли и все медпакеты. Но ведь даже поношенные трусы будут гигиеничнее, чем грязь. Пока котики переводят дух, неподалеку рыщут афганцы, потерявшие джедаев из виду. Но ненадолго. Самый раненый Янки выдает позицию амеров. Нет, не криками боли, это было бы хотя бы объяснимо, а воплями. Майки, как они нас так быстро... Заткнись! Нет, понятно, что он уже пришибленный и с мамой разговаривает. Я только что разговаривал с мамой. Она ничего такого не сказала. Но разве так ведут себя настоящие профи, которых вообще-то к такому готовят? Режиссер хотел прославить морских котиков или опустить? Благодаря дебильным воплям, изданным совсем не вовремя, амеров снова находят. Им приходится бежать, и начинается очередной аттракцион. Ведь им нужно, да-да, опять, спускаться с горы. Фигня вопрос, у них ведь уже есть отработанная процедура. Ага, кубарем вниз. Герои снова бьются всеми частями тела о деревья и валуны, и снова серьезных травм нет. А с чего им взяться? Герои же в сугроб прыгнули, это же не горы, верно? Правда, на этот раз накладочка. Только Маркус взвалил на плечи товарища, собираясь, видимо, слететь вместе с ним по горной круче тандемом. Как радиста в энный раз ранят, и Маркус улетает вниз без него. Сильно, впрочем, оторваться не получается. Талибы находятся в считанных десятках метров и более того засели на господствующей высоте.
В общем, место амеры подобрали как на ладони. Хоть стреляй, хоть гранатами закидывай, но все безрезультатно. В цель попадает лишь одна пуля из 100, и даже снаряды из РПГ наших героев зацепить попросту не в состоянии. А все почему? А потому что морские котики супер бойцы и могут лежать в прибое и петь песни. Тем временем радист все еще жив, и злобные назгулы уже примеряют на свои грязные лапы его эльфийское колечко. Но самое страшное они делают потом. Порождение тьмы выкидывают распечатку с колерами для дома, которые радист так и не выбрал. Вам смешно, а у него трагедия. Когда он умрет, стены в его доме будут выкрашены в неправильный цвет. Внизу же его друзья строят фееричные планы возвращения наверх. Мы уберем их отсюда. Да, мы заберем его. Это каким же образом? Родят по взводу или крылья отрастят? Командир почему-то решает поддержать фантазии упоротых подчиненных. Сейчас мы заберем Дэнни. Спустимся и будем сражаться здесь. Мы убьем их. Здорово! Отобьем бойца и вернемся на простреливаемую сверху позицию. Отличный план! Нет, не так. Отличный план! Это точно не психи из дурки, а котики! Итак, командир отряда не видит иного выхода, кроме как под ливнем пуль и градом ракет бежать до утеса, чтобы попытаться дозвониться начальству. Вот и пойми их. Связи на вершине горы не было. Дважды кубарем слетали вниз. А тут, значит, в тени горы связь обязательно будет, и оно того стоит. Ну, разумеется, закаленный лежанием в прибое профессионал добегает до утеса и успевает отзвониться, прежде чем погибает. Кстати, по идее, его должны были убить выстрелом в спину, которой он был повернут к врагам. Однако, судя по выходным ранениям, стреляют ему в грудь. Так-то либо наверху горы, или уже под ней. Но и это еще не все. Ведь несмотря на то, что герой передать координаты так и не успел, амеры срочно высылают из Баграма 2 вертолета. А чего тут такого? Дозвонился, сказал «спасите нас» и готово. В этих горах найти человека не сложнее, чем вишенку на торте. С вертушками, впрочем, тоже косяк. По идее, транспортники должны сопровождаться боевыми вертолетами. Но, как мы помним, их мало. Видимо, где-то там на новую операцию забрасывают уже 10 человек. Ага, 10 вертолетами. Короче, эвакуацию решают проводить на свой страх и риск, без сопровождения. Оставшиеся в живых котики рожают новый план. Надо разделиться. Зачем? Как оказывается, чтобы спустя 2 минуты бегать по округе и громко звать друг друга. Акс! Маркус! Маркус! Все верно, да. Вроде бы у них рации были, нет? И пока их командир бежал к утесу, все отлично работало. Еще минуты через 3 вертолеты уже рядом. Что делает элита американского спецназа? А встает в полный рост и вопит, как дети при виде слона. Это что, она самая? Ну та хваленная психологическая стойкость, которой так славятся морские котики. Однако высадиться новая партия джедаев не успевает. Их мастерски сбивают из РПГ. Причем с первого раза. 10 минут назад у талибов таких метких стрелков и в помине не было. Они амеров не могли даже осколками ракеты зацепить. А тут и дистанция в 3 раза больше. И вон как ловко зарядили прямо в вертолет. Маркус чуть не плачет, а его коллега в это время читерит. Талиб, видимо, надеялся его тупо забодать, поэтому и не стал стрелять из АК. Впрочем, режиссер уже и Амера решил похоронить. Янки смертельно ранят, но это не мешает ему метко отстреливаться до последнего патрона. А вот косорукие упыри попадают ему в голову с 20 метров лишь с 3-го раза. Короче, в живых остается один только Маркус, продолжающий тщетно звать другана. Да уж, правильно сделали, что разделились. Тем временем до места крушения добирается Апач. Видишь какое-нибудь движение? Ничего. Транспортный вертолет, считай, сгорел и взорвался одновременно. Скорее всего, там и нет никого в живых. Но как насчет тех, кто его вызвал? Может, они рядом и стоит сделать хотя бы один заход на толпу талибов, которые, в общем-то, и не скрываются? Нет? Не надо? Ну, вам виднее. Вы же профи, у вас спецы пропали.
Короче, Маркусу приходится рассчитывать на самого себя. Он забивается под скалу и засыпает, несмотря на боль, адреналин и орды кружащих по округе врагов. Упыри его, естественно, не находят. Решили, видимо, что раз трупа нет, значит последний Амер мертв. Это же логично, правда? Утром же, вот террас, оказывается, что у Маркуса открытый перелом. Как хорошо, что он спать не мешал. Да и перевязывать такую пустяковую рану совсем не обязательно. У медиков же плюс 500 очков к ускоренному выздоровлению. Тупо вдави кость назад в мясо, и она станет куда надо сама. Пофиксив так ногу, Маркус хромает по лесу, бог ведает куда, а тут бац, лужа. Что должен сделать профи, да еще и медик? Правильно, тут же напиться из нее воды. Какие такие дизентерии и диареи, не говоря уже об угрозе брюшного тифа и гепатита. А вы о чем? Маркус же профи, а у профи даже поноса и рвоты никогда не бывает. Меня разбудила дикая боль в животе. Уже 3 раза за последние 10 минут были спазмы. Ну а пока Маркус наслаждается ванной, к нему незаметно подходят сразу 4 афганца. Так кто же здесь профи-то, в конце концов? К счастью, эти афганцы только похожи на упырей, а на самом деле добрые. Они помогают Маркусу добраться до деревни, где тот успевает отправить посыльного пенсионера с картой для своих. Но злобные талибы, видимо, смекают, что раз трупа нет, то все-таки остается малюсенькая такая возможность, что человек очень даже жив. Они нападают на след Маркуса, приходят в деревню и вот уже готовы познакомить его с обычаями своего народа. Но неожиданно местные вытаскивают начиненные чесноком автоматы и прогоняют упырей. Воспользовавшись передышкой, Маркус решает себя подлечить. Для этого он просит нож. Отлично, у него ничего своего нет. Медик, блин. Применив грязный нож, наш доктор вытаскивает из ноги страхолюдную фигню и отрубается. А мы гадаем, как эта штука ему до сих пор не мешала. Снова лежание в прибое подготовила. Спустя некоторое время Талибан нападает на деревню уже по-серьезному. Кишлак планомерно превращают в руины. Местные, защищая Амера, гибнут десятками. Странно только, что без воплей за демократию. Дураку же понятно, афганцы массово мечтают умереть за солдата того государства, что превратило в руины их и без того бедную страну. Самого Маркуса метелит матерый упырь, но нашему бравому медику удается его пришпилить. А тут на подлете уже и звездно-полосатые соотечественники с полными обоймами демократии, которая никогда не ошибается. Амеры четко различают плохих бородатых афганцев в халатах и сока в руках от хороших бородатых афганцев в халатах и сока в руках. А еще лучше это отличие видно с самолета, который, не стесняясь, утюжит близлежащий лес. Итак, Маркус спасен. Все счастливы, особенно афганцы в разрушенной деревне. На самом деле финал был иным. Командир котиков таки успел дать привязку для группы поддержки, а Маркус не прятался. Его просто сбросило взрывом гранаты со скалы. Так он и сломал ногу. Ну а потом его нашел местный пастух Гулаб и спрятал беглеца. Талибы неоднократно предлагали выдать джедая и даже продать, но Гулаб отказался идти на сделку наотрез. А через 5 дней Маркуса забрали свои, при этом никакой перестрелки, разумеется, не было. Интересно сложилась судьба Гулаба. Сам он утверждает, что Амеры обещали вывезти его в США. Джедаи это, как обычно, отрицают. Злобные талибы все-таки отомстили пастуху, и тот был вынужден бежать со своей семьей с насиженных мест. А уже через год Гулаба и посыльного, который принес записку на военную базу, посадили в клетку сами насаждатели демократии и допрашивали в течение 5 дней. Спустим его. Жителям деревни Амеры привычно обещали рай, электричество, школу, дорогу, водопровод. Но ничего, как обычно, сделано не было. По увольнении Маркус внезапно вспомнил о спасителе и вроде как добился, чтобы смелый пуштун и его семья переехали в Калифорнию. А вот жители той самой афганской деревни ничего хорошего больше не ждут. После выхода фильма, где настоящий Маркус отметился эпизодической ролью высокомерного и чванливого мудака, им снова стали угрожать талибы. Такая вот реальность.
Уцелевший — это образец яркой клюквы и такой же пропаганды. Нам пытаются сказать, парни все делали правильно, причем даже там, где можно было поступить неправильно. Подставили себя под удар, но не убили пастухов. Увы, проблемы с пастухами — это лишь итог некомпетентности джедаев. Катастрофические последствия нарисовались не из-за мягкосердечия бойцов, а из-за многочисленных промахов всех причастных к заданию лиц. В стандартной операции по разведке ложанулись все, кто можно. Облажалось начальство, отправив на место всего 4 человек. Облажались они сами, причем несколько раз. Облажались, не взяв соответствующее снаряжение. Облажались, продолжив операцию после обнаружения. Облажались, позволив себя выследить и запросто отрезать. Облажались, тянув до последнего с вызовом помощи. Спасатели же облажались с эвакуацией и обеспечением собственной же безопасности. И киношники так и не смогли эти просчеты ни замаскировать, ни исправить. Хотя нельзя сказать, что они не старались. На протяжении долгих 2 часов нам настойчиво вдалбливают мысль, что у американских военных практически нет недостатков. Ну а те, что есть, это все равно самые, что ни на есть, их большие достоинства. А именно, бросающий вызов инстинкту самосохранения беспримерный гуманизм и неукоснительное соблюдение основополагающих принципов международного права. Ну что же, возможно, Маркусу и его боевым братьям и есть чем гордиться. Да только это не повод внезапно забыть о сотнях, если не тысячах мирных людей, погибших от рук звездно-полосатых праведников, о Гуантанамо, о фотках белозубых вояк, позирующих с трупами гражданского населения и так далее. А уже что из этого является правилом, а что исключением, пусть каждый для себя решает сам. Об этом узнает весь мир. CNN, да-да. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, ну и о книгах не забывайте, например, посвященных военному делу.